Итак, приветствую всех, кто вдруг есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи когда-то может этот стрим будет смотреть. Начинаем еще одно новое уже прям прохождение. Это уже не DLC никакой, это уже прям новая прям полноценная игра для канала у меня, очередная, следующая. Но тоже, можно сказать, что-то типа незакрытого гештальта для меня, потому что первую часть я уже проходил, третью часть, которая за Beast новая, проходил, а вот это все еще осталось не пройденное, потому что в планах еще прошлым летом, там было у меня перед выходом еще за Beast этого нового, в планах было пройти сначала первую, потом успеть еще вторую, чтобы на выходе уже там еще и третью новую попробовать, но не успел, не вышло у меня там никак, не выходило никак по возможностям успевать в эти промежутки перед выходом третьей, поэтому вот первую успел пройти, и вторую уже решил тогда и не начинать. Сразу там дождался выхода третьей, и третью часть уже играли, стримили, а вот это осталось в долгах не пройденное. Я обещал, что когда-нибудь и к ней я тоже вернусь, когда-нибудь ее тоже допройду, и долги эти закрою. И вот спустя где-то полгода, наверное, когда мы там закончили The Beast проходить, не помню, сколько именно прошло, и вот я снова возвращаюсь, снова закрывать долги, снова закрывать свои обещания. Когда-то 100 лет назад я вроде как ее даже начинал проходить для себя вне стримов. Очень давно это было, но, по-моему, я только один пролог там прошел, и все на этом. Что-то там я из этого самого пролога отрывки какие-то помню, буквально чуток. Самую малость что-то там помню, и все. Так что буду проходить впервые. Конечно, да, не по порядку. Не знаю, тут сюжет влияет или не влияет как-то на остальные части. Сопоставим как-то с ними или отдельно тут все. Потому что сначала первую, потом третью проходить, а только потом вторую. Это такой себе, конечно, я понимаю. Но как есть, так есть. Еще я тут перед стримом, естественно, уже подготовился, уже проверил, зашел в игру, не боясь всяких спойлеров, горьким опытом, наученным с тем же Резидентом или еще какими-то там играми, которые когда были, что понадеялся, что все будет запускаться окей и ничего не будет лагать, а потом, когда на стриме впервые запускаю, все начинает лагать и подтормаживать страшно, поэтому я подготовился и наплевал на любые спойлеры, и вначале что там было бы запустился, постарался все там пропустить, все катсцены максимально. Проверил, что все нормально работает, и вот сейчас будем начинать уже новую кампанию, поэтому у меня тут и висит продолжить кампанию. Но, там еще был вступительный ролик, который при запуске игры самой начинается. Еще его тоже можно глянуть. Его я тоже скипал, может там что-то важное. Цивилизация – уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Ну, кто бы сомневался. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями – те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам.
Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Ну да, была там малюсенькая такая предыстория, связанная с первой частью. Я там что-то даже понял. Ладненько. Глянули, теперь новая игра. Так, это можно удалить, наверное. Текс. Уровень сложности, выносливость, все обычное. Естественно, паркур. Физика. Пейнт не надо. Это так. Это я вот так поставлю. Это вот так. Все. Начинаем. Нет, пролог давайте, пусть будет. Привет, Смокода. А вот и снова Dying Light. Помнишь, я обещал, что когда-то я и вторую часть буду проходить. Когда-то я и до нее доберусь. И вот этот день настал. Привет, Саша. Приветствую всех. Я тут буквально только вступительные словечки проговорил и вступительную кат-сцену глянул. И все, и вот только новую игру начал. Больше ничего не было. Так. Так, и что? Надеюсь, мы не зависли? Походу зависли. На самом начале. Гениально, великолепно, прекрасно, чудесно, превосходно. Черный экран. Ну да. Dying Light не отвечает. Замечательно. Хорошее начало. Угу. Прекрасное начало. Почему я не удивлен? Что-то уже уставший. Уже? Так, дубль 2. Это я уже прослушал, да. Прихоть Пропустить, обстоятельств. пропустить. Это я уже послушал. Пропустить все вот это вот. Так, еще раз, новая игра. Тут так вот, тут вот так вот, вот так вот. Все. Так, и еще вам переключить. Не надо мне тут зависать в самом начале игра. Не надо. О, да неужели? Это я уже испугался опять. На долю секунды. Миру конец. Те немногие, кто уцелел, учатся жить заново. Харанский вирус превратил большинство людей в кровожадных чудовищ.
С наступлением сумерек самые опасные из них, прыгуны, выходят на охоту. Сильные, прожорливые, неудержимые. Меня зовут Эйден, я пилигрим. Доставляю посылки. Меня отправили в Велидор, последний оплот человечества, чтобы добыть ценную информацию. Город охвачен хаосом. Его падение – вопрос нескольких дней. Мне нужно пробраться туда, узнать его секреты и выяснить, что стало с моей пропавшей сестрой. Мне надо спешить. Это единственный шанс найти Мию. Еще маленькая предыстория. Так-то в первой и в третьей части один и тот же главный герой, а вот во второй части уже другой главный герой. Часто такие дни, ничего не делаю, сижу дома и весь день хочу спать. Магнитные бури. Я понял. Что-то типа такого. Пару дней назад наконец-то... Так, секунду, он у нас что, опять завис или что? Или такой долгий черный экран. Меня это напрягает уже, блин. Я вне стрима опять все пробовал, все было окей. На стриме опять что-то начинает твориться. Даже игра, блин, не началась еще. Пару дней назад наконец-то нашли тело моего друга, обнуленного на нашей территории. Если ты понимаешь, о чем я, завтра пойду на похороны. Да, все понимаю. Заставили его пойти в солдатиков играть. Жил бы да жил. Это я все очень понимаю. Да, блин, походу опять зависло долбаное начало игры. Блин. Уже начинает это бесить. Перед стримом все работало, а на стриме опять все начинает выеживаться. Как всегда, блин. Непонятно почему. Так вот, да, понимаю, о чем ты. Слава богу, у меня ни друзей, ни родных еще не это самое. И не надо мне этого счастья. Но вот из моей области, именно из города, прям каждый день, вот это все происходит. Это, да, это очень грустно, это очень плохо. Всем привет, когда Силксонг? Никогда. Ну, точнее, когда DLC будет, но на данный момент уже никогда. Ты все проспал. Так просил, так ждал, а потом пропал и все пропустил. Опять. Дубль 3. Силксонг пройден. Прикольно пошутил. Кто пошутил? Никто ничего не шутил. Никаких шуток. Записи, все доказательства. Если ты про Силксонг. Так. Игра, ты издеваешься? Она издевается. Она издевается. Ничего же не менялось. Может, это из-за того, что на второй монитор она выводится, и теперь для нее это как-то неправильно теперь работает, что ли? Айн момент. Может так?
Это уже не смешно. О, господи. Если честно, то мы не будем проходить его, к примеру, на 100%. А мы и прошли, грубо говоря, на 100%. На 98 точнее. Там 2 амулета только осталось нам купить. Бусин не хватило, а так было бы 100%. Она опять зависла. Я ее сейчас ударю. Игра, я тебя сейчас ударю. Ты меня вымораживаешь прям. Как не знаю что. Не стрима все работало, все было супер. На стриме начинается вот эта хрень. Как закон подлости, знаете, вот когда подготавливаешься, все супер-пупер, а когда уже вот в прямой эфир выходишь, начинается что-нибудь просто. Все на кучу. И там проблемы, тут что-то не работает, там интернет, там лагает, там вылетает. Как всегда, вот обожаю вот эти вот фиговины. Не первый раз уже. Цивилизация. Каждый раз что-то новое. Так, это было. Миру конец. Да-да-да. Харанский вирус. Дальше. Что, пошла игра? Да, пошла игра, аллилуйя, господи, наныл, наныл. С какой? 5-й, 6-й попытки, блин, игра запустилась. Загрузилась, точнее. Это жесть, это прям... Кто-то колдует на меня, что у меня все не работает. Я прям не удивлюсь этому. Так, что у вас тут еще? Залип я надолго в зомбоид. Сейчас даже тиммейтов нашел, вместе играем. Так долго даже Fallout 4 не играл. Project Zomboid, вот этот вот. Эм... У вас тоже звук только есть, а картинки нет. Твою дивизию меня это уже вымораживает очень сильно. То ли оно, когда вот я переключаюсь на другое окно, на OBS, чтобы вам окно переключить, собственно, оно опять заедает. То ли что происходит. Цивилизация. Так, если я вот так сделаю. Мгм.
Я сейчас буду материться. Она тупо заедает. Зависает. На черном экране, тварь. Непонятно почему. М. Цивилизация. Миру конец. Те немногие, кто уцелел, учатся жить заново. Харанский вирус с наступлением. Давай. Давай, игра, давай. Пошло. Аллилуйя. Молимся, чтобы все было окей. Я уже боюсь что-нибудь тыкать, боюсь переключать экран уже. Еще можешь? Раньше ты был моложе, И глупее. но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим, Считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Изображение уже есть. Наконец-то. Что все такое красное? Ну, закат. Плюс еще опять-таки вот эти все фильтры. А что, некрасиво? Не нравится? Или непривычно? Или слишком уже прям наворочено? У меня же, напоминаю еще раз, вот эти все фильтры, все штуки включены. Nvidia-шные. И не только. Ох, брат, хватку не растерял. Ну, вроде ничего не лагает, это меня уже тоже очень сильно радует. Это биообнова, либо фильтры, но я помню, по канону там все зеленое. Ну да, это скорее фильтры все мои. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. А тут ад какой-то красный. А, там же еще, кстати, да, не знаю, если это с обновлениями или нет, но там в начале игры был этот ползунок, где можно было выбрать тоже какой-то типа фильтр самой игры. Но не фильтр, может, а что-то типа такое, связанное с цветами вроде как. Где это было? Во. Цветоградация. Я выбрал баланс. Тут есть вот темные ночи, хара на закате, справа там еще меняется тоже типа цвета там. Вот, например, вот тут видно, как будто синий какой-то фильтр, тут красный. Темнота более темная. Что-то такое. По умолчанию вот изначально, которое было.
Я отключил баланс. Баланс тоже какой-то типа красный, может из-за этого. По умолчанию, допустим. И все зависло. Угу. Ништяк. Называется, одну настроечку поменял. Надо было играть и не выпендриваться. А не вот одну настройку поменял и все. Опять все слетело нахрен. Цивилизация уязвимая. Но поставил по умолчанию. Может, что поменяется. Может, это еще, потому что у меня в OBS еще дополнительная фигня включена. Сейчас попробую отключить. Раз он слишком красный. Так. Нормально теперь вам? Что-то поменялось? Ну опять. Так, я сейчас еще парочку раз попробую, если вообще ничего не помешает, не поможет, господи. Я нафиг отменю этот стрим и... Не знаю, что буду делать. Меня это вымораживает уже. Вне стрима все работает, на стриме все ломается, как всегда. Репак может кривой. Уязвима. Ну, вне стрима же все работает. Я запускал и новую игру запускал, и бегал там, и экраны тоже переключал. Может, я думаю, из-за этого, но я и там все пробовал делать, и все было нормально. Вот именно на стриме что-то ломается. Так, если сейчас запустится, все, я ничего не меняю. Не выхожу, ни это самое. Ни альта боюсь, ни в настройках ничего не меняю. А то, блин. Чуть-чуть лево, чуть-чуть право, и что-то происходит. Даже если это репак, нельзя в этом признаваться. Это все запрещаем, да, это все осуждаем. Так, все, я ничего не делаю. Я не выхожу, ничего не альта боюсь, ничего не меняю. Просто играю, все. Я вне стрима опять попробую глянуть, что это такое, с чем это может быть связано. Но опять-таки вне стрима все было окей. Что-то как-то стрим, что ли, влияет. Скорее всего, может, потому что второй экран на монитор тут не выводится. Вне стрима я пробовал чисто с ноута запускать.
Смотри, Эйден, здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись. Если повезет, сможем найти ромашку. Ромашку. Что, и даже пчелы не покусают? Смокодав, что там по цветам? Поменялось что-то или нет? Я и в игре поменял этот ползунок, и в ОБС выключил свой ползунок. Уже где-то кто-то рычит. Только начали, уже где-то какие-то рыки. О, ведьмачье чутье. Ты же знаешь, как выглядит ромашка? В прошлый раз... Чутье когда выжившего оно встретились, тут ты был называется. пободрее. Пошевеливайся. А ну не торопи меня. Подойдет. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Пиратство в некоторых странах сильно наказуемо, вплоть до огромных штрафов. Это все так, это мы все осуждаем, поддерживаем, точнее. Все вот эти штрафы, а само пиратство, да, осуждаем. Так, ну тут я смотрю, интерфейс очень сильно похож, как и в The Beasts был, так что я тут немножко освоюсь, думаю, побыстрее, чем мог бы. То я смотрю, да, и крафт такой же, и навыки похожие, и инвентарь похожий. Нет, оно опять зависло, тварь. Даже ничего не делал, просто в инвентарь зашел. Игра грёбаная. Да ладно, играй, пока окей, наверное, YouTube. Ай, это будет веселая игра, если мы вот так вот будем каждые 5 минут вылетать. Это прям не смешно максимально. Не весело, не интересно вот так играть. А ну-ка, может, еще от вот этой штуки зависит. От как раз вот этой штуки Nvidia. Я-то ее включал уже, когда заканчивал там с настройками возиться. Может, она повлияла там. Вдруг. То когда-то какая-то игра вроде была, где влияла эта штука. От Nvidia на игру, что там что-то не работало. Вот теперь все стало таким бледным, когда я все это выключил. Но то разница теперь точно вам видна должна быть. Не знаю, может это она всё руинила мне. Ну вот, заходи. На Твиче картинка получше, но на Твиче это шляпа с чатом. Ну вот. Попробуй не полный экран, да я уже попробовал все. Это я первым делом сразу начал пробовать. Ого. Полноэкранный, оконный, Уютное гнездышко. оконный такой, оконный сякой. Нет, это что-то вообще не с этим связано. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Да, теперь лучше. Ну, а мне теперь все как-то кажется таким каким-то бледным серым. Вот если бы я не видел вон тех самых фильтров, то, может бы, и мне это было нормально. А теперь, когда я
попробовал с теми всеми штуками, и теперь обратно на вот это мне уже кажется как-то некрасиво. Это всегда, наверное, так работает. Ничего, привыкну. Если тем более это зависело от этой фигни, то она мне все руинила, то тем более. Если нет, Пусто. ну тогда не знаю. Ничего. Вечеринка, но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Ну, теперь вайбы сталкера появились по визуалу. Да? Ну. Пусть уже как есть, так есть. Я уже боюсь вообще что-нибудь менять. Каким на вкус было вино раньше? Это YouTube херит качество. В принципе, фильтры можно, но на Твиче... Там чат недоступен. Смотреть на Твиче, а писать на YouTube. Это, конечно, звучит очень заморочно. Но кто-то, может, так и пользуется. Хотя вряд ли. И это называли искусством? Ой, это ты еще черный квадрат не видел. Вот это искусство, прям искусство. Смола. Смолу я помню. Один из самых моих любимых ресурсов был вроде как. Сигареты тоже. Еще тряпки. Тряпки и смола это были самые мои любимые вроде как. О, Как грустно. тут тоже можно прям в катсценах включать или выключать фонарик. Прикольно. Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад. Лады? Лады. Нет, голяк. Нет. Не хотите ли сыграть? Нет. Чё он каждый раз кулаки достает? Когда чутье применяется. Странно выглядит. Зато они были вместе. Но если все реально работает и дальше будет работать хорошо, Она была классной. значит реально вот эта фигня от Nvidia всё мне руинила. Если так, то это уже не первый раз. Какая-то игра еще где-то была, я помню. На стримах мне, от которой это что-то руинило.
Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка. Квадрат это еще ладно. Ты слышал о картине «Битва афроамериканцев» в пещере глубокой ночью? О боже. Слово на букву «Н» в кавычках. Картина реально есть. Жесть. Я на всякий случай осуждаю эту картину. Что-то я даже не хочу ее видеть. Ох уж это искусство. Любое искусство, но такое особое. Мягко говоря. Присядь, брат. Для тебя. Подарок? Скорее дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Крейн этого не видит. Кто? Неважно. Это мы знаем кто. Я выследил того парня. Еще как знаем. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёбка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любит пилигримов Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 МГц. Свяжись с ним. Там просто черный прямоугольник. Как квадрат, только прямоугольник. Ну, что-то я так себе и представлял. Зато как назвали-то, а? За 33 года до черного квадрата Малевича на выставке такой-то, такой-то в Париже поэт Пол Било представил картину какую-то там. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. глаза. Я хотел сказать глаза. Глаза. Огромные, прекрасные, цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты ни хера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю,
однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. А этот вальс? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно. Мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. До встречи, брат. А бутылку могли бы и не выкидать. Я потом бы коктейль Молотова, наверное, сделал. Эх вы. Чё, управление это особое для Dying Light. Прям опять к нему привыкать. Тогда было немножко неудобно. Но вскоре привык. И сейчас опять заново. В Ассасине там одно управление, тут опять другое. Судя по тому, что он в начале игры строит далекие планы на будущее, он быстро умрет. Не знаю, не знаю. Так всегда, даже несмотря на его цвет кожи. Ни в коем случае, конечно, конечно. Еще под водой какое-то управление странно. Буду привыкать. О-оу. Наш первый дружок. Кусаки. Ну это, конечно, не как в этом в The Beast. Там, блин, импут вот этих ударов был очень хорош. Очень смачный. А тут он прям вообще не такой. Вообще не, вообще не такой. Блин, я привык к тому такому красивому, смачному, к тем ударам. А тут бьешь как будто манекен плюшевый. Вообще не ощущается этих ударов. Отвратительно. Эх, вот что называется, к хорошему быстро привыкаешь, да. Это точно. А я вот не шарю, Бис это какая часть вообще? Бис же вышел после второй части. Или я путаю, я только первый играл. Да, так точно. Бис это самое новое, которое вышло этой осенью. Я в начале стрима буквально об этом немножко говорил. То, что у меня получилось немножко неправильно, что я сначала первую проходил, потом The Beasts. И только сейчас вот вторую. Ой. Ну, потому что я изначально планировал сразу первые две пройти. Перед выходом третьей как раз. Но не успел. Успел только одну. Поэтому вот оставил на потом, на будущее. Вторую. И решил там нововыходящую третью уже стримить.
Так что получилось вот так. Вообще я вообще не люблю играть сначала там в новые части, а потом в старые части. Я люблю все всегда по порядку играть. Ну тут прям исключение такое получилось. Вот они последствия. Я привык в новой части там к этим штучкам с ударами, с этим ощущением ударов хороших. А тут они вообще не такие. В старой игре-то, ё-моё. Придется привыкать к этим новым старым штукам. И, кстати, пока вроде ничего не вылетает, не зависает, значит, действительно эта штука от Nvidia все ломала. Тварь такая. Ну, придется, значит, без фильтров играть, к сожалению. В каких-то играх оно работает нормально, в каких-то вот не работает почему-то. Это во второй прикол и с ультрафиолетом? Не знаю, я во вторую не играл. Ультрафиолет так-то во всех есть, и он довольно-таки важен, насколько я помню. Такие игры лучше играть на клавиатуре и мыши, импо. Может быть. Но конкретно в этой части, насколько я помню, тоже огнестрела вообще никакого нет. А для меня на клавомыши именно с огнестрелом было важно играть. Потому что на геймпаде он так себе ощущается. Но в последнее время я вообще все играю на геймпаде. На стримах, по крайней мере. Уже и привычка, и так удобнее мне было. И привык очень сильно. О, как их тут много. Я тут даже не огнестрел, а паркур и точность движений. Лично мне удобнее с клавомыши. Но я за Beast вот проходил, мне было нормально на геймпаде. И первую часть тоже на геймпаде. Я уже даже не помню, что я последний раз играл на канале, на стримах на клавомыши. Сталкер, наверное. Вот там, да, вот там я целенаправленно с клавомышью играл. Он как раз таки шутер. С огнестрелом, вот. Что-то такое, другое, любое. Даже не помню, что еще было. Музычка прикольная, кстати, играет. У меня же включен этот режим. Режим для стримеров. Где он? Не тут, наверное. В аудио, наверное. Нет? Да, вот режим стриминга включен. Окей. Можно не переживать. Ай, как же непривычно и неприятно вот эти удары ощущать. Вау, глаза выдавил.
В The Beast там прям такие добивания были классные, просто вау. И оружие ощущалось, прям тяжесть оружия ощущалась, что ну, вот берешь какую-то лопату там или кирку, прям ощущаешь, как оно весит. И когда прям ударяешь по зомбаку, прям ощущаешь вот эту тяжесть, вот этот удар. Но тут прям вообще нет. Как будто Skyrim какой-то играю и бью воздух, и бью манекен какой-то. Уровень повышен. Позволяет прыгать выше и доставать до более высоких уступов. Но это база. Еще чуть-чуть. Я Stalker 2 не проходил до конца. Там был один софтлок. А обновить было невозможно, потому что у нас в стране это запрещено покупать. На начале там, да, было очень много, я слышал, всяких багов, из-за которых Уже прям темно. руинились Пора найти целые пристанище прохождения. на ночь. Вряд И ли всё. найду что-то получше. И надо было либо заново игру начинать, либо как-то ждать патчей там. Там этих патчей было очень много на начале. И очень много багов, очень много всяких проблем. У меня тоже там были свои проблемы. Не связанные с сюжетом, не связанные с вот этими вот руинами прохождения, но свои Радиостанция должна быть где-то свои здесь. проблемы, связанные там с видеопамятью или с чем там. Как потом выяснилось. Что она там после какого-то времени игры начинала жутко лагать. FPS прям падал до нуля почти. А потом перезагрузил игру и опять нормально. Потом поиграл, либо зашел в какую-то локацию, где много NPC, и опять FPS улетел вниз, и все уже не восстанавливается. Это там тоже у многих была эта фигня, я видел. Для меня это вот была лично вот эта проблема самая главная. Его сдвигали. Ладно, попробуем. У меня был софтлок после битвы на выжигателе. Бункер ученого около базы бывших монолитовцев был просто закрыт. А, это я слышал вроде как. То да, был какой-то такой момент, где просто дверь оставалась закрытой и все. И не продвинуться дальше никак. Еще слышал, что где-то там спустя какое-то время это починили. В каком-то там патче, одном из многих. Но конкретно эту штуку, эту проблему я, да, видел. У меня вроде ее не было, к счастью. Или может я уже там стримил, когда ее уже починили. Вот она, радиостанция. Хотя я прям на выходе же стримил. Не знаю, может просто повезло не застать ее. У меня вот главная фигня была это с вот этими вот фризами, говорю. У кого как. Ты его на мове проходил же? Ну, с озвучкой, да. А субтитры включил русские, чтобы вдруг кто заходил на стримы, чтобы хотя бы им так было понятно. Ну, с озвучкой, да, было прикольно играть. Я качал нейроозвучку. В мове не слишком силен. Ну, оно и понятно там. Видел я, кстати, эту нейроозвучку. Не работает. Могло быть хуже, Нужно её честно, запитать. вот могло быть хуже. Надо запустить генератор. Сейчас, наверное, еще получше, но когда впервые я ее увидел, там ожидал, что она будет прям ужасно отвратительная, прям мерзкая, но могло быть и хуже. Так что я уже третий раз к этой двери.
Конечно. Какая игра, такая и озвучка. Первые 3 сталкера — это мои любимые игры после Хитмана. Это классика, да. А Хитмана какого? Какого? Это я спрашиваю, какого? Хитмана какого? Это что за хрень? Основы боя. Hitman 2 Silent Assassin. Угу. Я тоже довольно-таки люблю старые части. Хоть я и в новые не играл толком, но старые прям приятные, атмосферные такие. Несмотря на графон, на устаревшие, вот это вот все. Но любимый у меня, наверное, это Blood Money. Древняя. Ничего страшного. У меня вот первый Ведьмак, любимая часть, и ничего, тоже древний. Зов Припяти была вообще первой игрой, которую я прошел в детстве. Даже так. Это была вторая игра, которую я прошел в детстве. Я вот не помню, какие я первые прям проходил. Вообще. Не помню, что там было у меня первые. Ну, ощущение, как будто реально какого-то пластикового дурачка бьешь, манекена какого-то. Еще звук такой, как будто по дереву стучишь. Бонь-бонь. Вообще. Вообще не то. Чуть не сдох. Они же там эту игру еще поддерживают до сих пор. Патчи выходят. Все еще. Уже сколько лет прошло. Думал, может, что-то обновили тут после выхода The Beast. Нет, все так же. Не знаю, когда я к этому привыкну. Наверное, привыкну, но не скоро. Кто врубил радио? Сейчас сюда все сбегутся. Дверь закрыть. Выключись. Я хотя бы за авторские права могу не переживать, но... Зомбаки же сейчас прибегут, наверное, на эту музыку. Но игра не дает. Безопасные зоны. В безопасных зонах есть ультрасвет. Ультрафиолетовый. Тот самый. Место для отдыха, это я помню. А еще тут есть наш тайник. Оу. Оу. Поехали.
Это Эйден. Прием. Кто-то искал Пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Ну, видимо. Самая первая игра, в которой я вообще играл, это первый Doom. Как ты еще помнишь, что ты самая первая играл? Я вот вообще ни черта не помню. Когда это было, что это было. На очень старом ПК. Я еще в садик ходил. У меня уже был ПК. У того ПК был монитор 30×20, примерно толщиной где-то 40. Ну, такой у всех, наверное, был. Этот легендарный монитор. Толстезный. Эйден! Эйден Шмейден! Мы убегаем или как? Что, сейчас? Нет, когда Ой. состаримся. Сейчас, Эйди! Нам нужны припасы. Все готово. Эйден Шмейден. Все, теперь я буду его так называть. Так И точка. тихо. Где же все? Только так и никак иначе. Ты дура. Пошли. Живо! Эйден Шмейден. Все хорошо. Да все зашибись. Идем на смерть, все зашибись. Все как всегда. Жди здесь. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12346? Мы должны были отвезти пациентов в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. Слушай меня. Капец, у нее лицо из разряда «Сколько тебе лет?» Мне от 10 до 45. Точно, точно. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Закрой глаза. И опять наш главный герой чем-то напичкан. Крейн был чем-то напичкан, чуть ли не мутант какой-то. Этого тоже чем-то напичкали. И какие-то В лаборатории! супер солдаты все тут. Эксперименты на детях? Конечно, это будет доктор с немецкой фамилией. Ну да, да, конечно, какой-то Альберт Надо Шпуфендофен. связаться с тем, о ком говорил Спайк. В The Beast там тоже, кстати, был доктор. И тут доктор. Не помню, какая у него там фамилия была, но тоже доктор. У них прям Это Эйден. ничего Я нового. сейчас на частоте 140 и 200 В мегагерц. каждой игре какой-то доктор-злодей, который делает эксперименты.
Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Привет, ты соло проходишь? Можно к тебе залететь? Привет, Чтобы найти да, я соло кое-кого. прохожу. Ее зовут Мия. Сюжетку. 15 лет назад мы вместе были в больнице, и... Я знаю, кого ты Коопи ищешь, Эйден. не Ты предпочитаю хочешь знать, зачем Вальц проходить. ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Я иду к месту встречи. Увидимся. Помчали. Записка. Потерянный рай, книга 4. Коллекционный предмет. Какая торжественная музыка. Как будто мы в какой-то симулятор городостроителя играем. Уи. Я так понимаю, в мире этой игры не знают про переносные UF-лампы. Почему они есть только в лагерях? Это в каждой части можно задаваться этим вопросом. Прием. Игровые условности, Эйден, наверное, ты меня опять-таки. слышишь? Все дела. Громко и четко. Значит, ты уже близко. Я переплыл озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Я очень близко. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Я Что не так? тороплюсь. Живее. Это вся моя скорость или мне спринт пока еще недоступен? Это одна из тех игр, где надо в навыках отдельно открывать вот эти вот базовые штуки, типа похилиться, ускоренный бег, он же спринт, или еще какие-то базовые такие штуки, для которых надо еще отдельные навыки делать. Или надо что-то конкретное нажимать, может. Ага. Эй! Как так-то? Естественно! Этих что тут много? Которых?
Которые УФ-лампы. Эть. Не падай. Судя по последним тенденциям в играх, спринт надо докупать сезон пассом отдельно. Ну да, вот и я о том же. Я вхожу в туннеле. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Здесь есть кто-нибудь? А, черт, мне это не нравится. О, боже. Покупать не надо, просто надо много бегать и лутать. Но если ты про фарм, то фарм я не очень люблю. Будем надеяться, что на фоне пока будем бегать, квесты делать, оно само как-то там наберет. Ты в порядке? Тварь меня укусила! Прыгун. В коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да! Терпи. Это пройдет. Держись! Если только по сюжету, то можно и не фармить много. Ну, я этими не особо люблю промышлять. Разве что самое основное, самое полезное. И то по пути там, на фоне, если повезет. У него ничего нет. Пошли. А специально бегать по локациям, там вот это вот, кучу времени тратить, я такое не люблю. Лично за себя говорю. Мне вообще не нравится зомби как жанр. Самые крутые зомби в ходячих, потому что, чтобы стать зомби, не нужно, чтобы тебя кусали. Хватит и просто умереть. Я тоже не особо люблю, но вот у меня... Это получается уже второй какой-то период, когда на канале прям много зомби-игр. Вот в прошлом году был такой период, где я сначала Days Gone стримил, потом первый Dying Light, потом Dying Light The Beast, еще когда-то второй The Last of Us стримил. Сейчас вот начинается опять какой-то типа такой период. Вот этот Dying Light, потом еще хочу первый The Last of Us перепройти для канала. И опять зомбаки. У него переносная UF-лампа, тогда почему он не боятся зомби? Обвешались UF-лампами, гуляйте себе. Ну, что-то, мне кажется, тут все не так просто. Это не The Beast. Этот попроще и интереснее. Да. Когда я проходил The Beast, мне как раз кто-то там наоборот говорил, что вот вторая часть самая худшая. Тут то ли сюжет говно говорили мне. Это не я говорил, это мне говорили. То ли геймплейно она самая худшая. Ну, короче, много плохих комментариев было именно про вторую часть. Вот что мне уже не нравится после прохождения The Beast этой части, это... Ну, оно и понятно и логично, потому что она более новая, The Beast. Это то, что в этой части уже
Когда бьешь противников, ощущения прям вообще не те, которые были в The Beast. Там прям офигенные были. Вот эти удары ты прям ощущаешь, когда тяжелую лопату берешь, по зомбаку ударяешь, и прям вот эту тяжесть, вот этот удар прям ощущается, как бьешь по мясу. А тут ты как будто перышком бьешь по какому-то манекену пластмассовому, и прям не ощущается вообще этого удара. Вот это, конечно, минус в том, что я начал сначала The Beast проходить, а потом вторую часть. Но пока это для меня уже немножко непривычно будет. Надо будет привыкать просто опять. Ты же должен был сдохнуть! Куда ты спрятал ключ, парень? Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Идеальный блок. Это что, парирование? Все. Это было быстро. Боевое мастерство. Удар в прыжке. У нас нет времени. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ЭГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь? Ренегаты. Беги. Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя? А вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его! Боевой паркур. От меня не уйдешь! Это Вальц. Беги. Сбегите с помощью связного. Давай, Эйден. Даю. Валим отсюда. Кахир, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять! Идем к вентиляции. Быстрее! Сюда! Ты первый! Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Привет, Артём. Что сегодня делаем? Привет, Дилан. Начинаем новую игру сегодня Приветик. на канале. Как видишь.
Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его! Какой уровень сложности? Обычный. По крайней мере, пока что. Саша, кстати, давно хотел спросить. И не первый раз тут замечаю. Тебе прям нравится вот таким вот заниматься? Не знаю, как бы это назвать. Блин, больно. Провоцированием или что? Или это ты рофлишь так? Или ты серьезно вдруг? Уже не первый раз вижу, как ты вот каким-то одним сообщением начинаешь вот это вот эти вот дискуссии, вот эти обсуждения не очень позитивные. Это, конечно, актив в чате, но я не очень люблю такой актив. Он прям сияет каким-то напряжением и... Не знаю, не нравится мне, короче. Это же весело. Что происходит? Ну, как весело? Для тебя может весело, а если брать для меня, для канала, то это может потенциального зрителя, подписчика просто испугать, и он подумает, ну вас нафиг, и пойдет из этого канала навсегда. И все. Зачем мне такие последствия для канала, что просто как будто отпугивание происходит. Форм, это правда, что Силксонга больше не будет? Будет DLC, когда оно выйдет. А кроме него, да. Уже все. Там вот сколько стримов ты пропустил последних, вот можешь записи глянуть, если интересно. Господи, как много скобочек. Вот это уже слишком. Вот такое уже я, да, не одобряю. Это кто, бля, такой? Он без биомаркера. Что? Блядь. Он превращается. Ок, удачи вам.
И тебе всего хорошего. Оставьте его в покое! Хакон, он превращается! С чего вы взяли? Может, он просто чихает? Чужак! Его нужно убить! Он со мной, ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Забыл. Кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Ну, больше не буду. Я же не виноват, что очень молодые люди начинают агрессировать на одно банальное сообщение. Тащи их сюда! Твою же мать! Ну ты и сволочь, скотина! Ну, люди же разные есть. Вот это хорошо пригрели. По башке. Люди же разные есть. Кто-то любит, я знаю, вот такие вот разговорчики. И не обижается вообще, даже если их там грубо грязью поливают, и вообще им пофиг и нормально. Могут обсуждать это очень долго, там всякие споры, что угодно вообще обсуждать. Любые темы. В подобных тонах. А есть люди очень Хакон, чувствительные или просто пока я его не убила. О, расслабься, дыши. не любящие подобные вот разговоры. Похоже, не превратился. Не агрессию, не просто какие-то Похоже. негативные темы. Хакон, я не хочу, чтобы это Ну, было либо здесь. просто когда к ним говорят, что ты вот снова что-то с не нами. так делаешь, ты какой-то странный, ты Моргни, какой-то если не слышишь. такой, ты какой-то сякой. Я тоже не особо люблю, когда на меня вот что-то начинают Ты чуть не превратился, но Наезжать ультрафиолет там. ингибиторы помогли. возмущаться. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас Ну, всех я-то не убил, знаю, а ты с ним когда- болтаешь? Какие зрители у меня Очень есть, спокойно. какие они на самом деле. Ты чуть не разнес их мастерскую. А некоторые, которые Ну, новички, пора. они-то не Можешь знают идти. ни о ком ничего. Впервые видят, впервые слышат. Куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет — это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Что это летает в воздухе? Какие-то штуки непонятные. На игре надо обсуждать игру и только. Ну, с этим я тоже немножко не согласен. У нас и разговорные типа стримы бывали. И отдельные, и прям на игре, где мы вот играли, а потом отвлеклись и несколько часов просто разговаривали вообще о всем другом, кроме игры как раз таки. У нас как иногда, как получается. Уже сообщение выше объективно не прав, ему это даже сказать нельзя. Ну, не знаю, что там конкретно он не прав, я имею в виду с самого начала вот этого вот разговора всего. Где все вроде было нормально, а потом к чему-нибудь можно просто придраться, и все, и понеслось. Вот и пошло, и пошло, и пошло. Вот это вот
Вот я про вот это говорю, что уже не впервые замечаю. Вот эти вот типа придирки какие-то. Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. Мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгалу. Пройти почти невозможно. Я 4 года смотрю эти стримы и такой первый раз. Это ты про что? Про то, что разговорные части могут быть у нас. У нас абсолютно разные игры бывают и разные стримы. Представляешь, бывает всякое. Не знаю, какие у вас темы, я только игру. Понятно. И такие тоже у меня бывают, которые только на игру приходят и потом еще торопят меня, типа, вот стример, давай играй. Харе с чатом разговаривать. Игру играй, я хочу игру смотреть. И такие тоже бывали. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты Про уже базар видел, с этим как жители товарищем? Велидора реагируют на угрозы. Ну, можешь сильно внимания не обращать прям. А то я не в первый раз вижу вот эти какие-то типа рофлы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. И если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Сюда! Чего ты так рванул? А ты Мягкое хорошо приземление. двигаешься? Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. И я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Упс. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! Ой, как Хочешь приятно. сказать, я мог умереть? Как мило с Если бы вашей я не стороны. дал его тебе, ты бы и умер. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. С обычной сложностью тут все несложно. Ну, оно и логично. Но я пока на начале пытаюсь снова попривыкнуть с управлением, там, с боевкой, совсем. Потом, если тут возможно, то можно будет смело повышать. Рощи на крышах.
таких местах люди многое прячут. И если не успевают донести до убежища засветло. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги, а я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Давай. Стой! Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожней с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Я буду очень осторожен. Хорошо, хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Кстати, вот эта полоска выносливости, я не помню, она в The Beast была или нет. Этого момента я не помню. Или в первой части. Эх. Тут не получится спокойно попаркурить, тут надо будет высчитывать. Куда, чтобы побыстрее залезать. Почти пришли. Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Темнеет. Вот-вот проснуться. Быстрее, открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер? Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования в ВГМ. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц.
Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь, больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Блять, опоздали. План Б, бежим. Ну вот, началось. Ночь, веселуха. Самое интересное. Эйден, ты здесь? Я в порядке, в порядке. Нам Забист нужен вроде ультрафиолет. была, На базар. а тут вроде отменили выносливость во многих Со случаях. мной, быстро. На перекладине можно висеть бесконечно теперь. А, теперь? А раньше нельзя? Раньше еще жестче было. Ультрасвет — это символ безопасности ночью. Это я понимаю. Это я знаю. Они близко, быстрей. Сюда, к свету. Ты слышишь? Мы почти на месте. Еще немного. Открывай! Эй! Стой на свету! Хакон, Давай! Открывай же! черт, их до хрена. Твою мать! Биомаркеры. Ладно, хватит быть таким засранцем. Биомаркеры. Ну давай, помоги мне! Я сказал биомаркеры. Вот, А его? он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти нас! Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок! Открывай! Ах ты, кусок! Ну, прекрасно. Еще больше проблем нам добавил. Нужно добраться до Киллиана. Нет времени! Бежим! Ну, давай, давай. Быстрее! Нас почти догнали! Не оглядывайся! Беги! Я прям слышу, они прям за спиной. Быстрее! Их все больше и больше, Эйден! Эх. О, Да, это было сейчас некрасиво. На крышах было безопаснее. Почти, я почти. Что, где? Где вход? Давай. Киллиан, это я! Открывай! Тут нет друзей. Да, раньше везде тратилось. Отвлеки их! Куда не залез или не зацепился. Ну, Киллиан! Киллиан! Блять, открывай! хоть на этом хорошо, что я чуть позже начал проходить. Споткнулся о мой труп и сдох! Везде ищем плюсы. Засранец! Здрасте. Задержи их! Ты за это заплатишь! Ну да, как-то очень просто. С 2 ударов они падают. Это слишком как-то. Походу повышение сложности будет быстрее, чем я Мы справились. думал. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Может быть даже прямо сейчас. Где она? Это выносливость. Сложность. Вот. Обычный. Высокий. Кошмарный. Низкий. Ну, высокий давай.
Э, Ну, попробуем. Нам нужно внутрь! Я пытаюсь. Киллиан, я знаю, что ты там. Это последнее. Думаю, да. Помоги мне. Пиздец. Ну. О. Как вовремя. О, черт, Киллиан! Ты бы еще подождал. Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Нет, это редкость. Или пусти нас, или это будет еще большей редкостью. А это кто? Я пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор. Он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Засранец. Сраный таксист и мать Разблокировано убежище. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Это у него стримерское место почти. Проблем. Чё ты там бубнишь? Я в The Beast не играл. Там параплана не дают. Не играл. У меня вот получилось, что я сначала первую проходил, потом третью и только сейчас вторую. Как-то так. Последний незакрытый должок. Так уж получилось. Эйден, Шмейден, малышка, глупышка. Эйден Шмейден, да-да-да. Я так буду теперь его называть. Найди меня. Доброе утро. Ваше такси в госпиталь ожидает. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Ночная вылазка? О, нет. Избегайте прыгунов. Опять они. Ну за что? Как ты вез туда свою вторую жену? Ни разу в жизни не гнал так быстро.
Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Ух. Замок сломан. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Так, уже вижу друзей наших. Я у главного входа. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. Эй, сюда. Да-да. Большое здание, да? Иду. ВГМ получила несколько таких под медисследования. Когда настал этот пиздец, они набрали добровольцев для опытов. Платили им кучу денег. И что в результате? Куча дерьма. Еще немного. У нас мало времени. Не отходи. Дверь заперта. Умеешь открывать замки? Конечно, ключом. А если у тебя Гениально. нет ключа? Хакон, я прошел 1000 километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. В этой комнате есть все нужные инструменты, маэстро. Шутки шутить есть вздумали. металл. Можно сделать отмычки. Можно и нужно. Максимум 108 штук. Ну уж нет. Столько хватит. Отличная работа. Взлом. Так, он тут такой же вроде, да? Ну, вроде. Ты не врал. Свое дело знаешь. У меня не было выбора. Мне пришлось этому научиться. Что за черт? Глюки время от времени. Поможешь? Металлолома надо много. Ну вот буду стараться по пути те мусорки обшаривать. Какие смогу. Идем. С The Beast я вроде там по итогу в игре все, что смог скрафтить, все скрафтил. Все улучшил, все прокачал. И при этом вроде особо и не фармил. Все по пути насобирал.
Не знаю, как тут получится. Может, тут крафта намного больше надо будет. Эйди, давай! Эйден, Шмейден! Эйди! Мия, Эйди, где ты? это плохая идея, Мия. С хорошей было бы не так весело. Что ты делаешь? Палку бобра ты нашел там? Палку бобра? Мия, только не на стене. Напомню, что это. Хватит болтать, дай мне руку. Это тот ультра-супер-пупер имбовый мачете или что-то другое? Или что за палка бобра? Может, и не нашел. Эйден, все в порядке? Да. Точно? Поговори со мной. Поговори со мной. Не хочу говорить с тобой. Это больница. Я уже был раньше в похожей. На объекте ВГМ? Их в городе несколько. Я кое-что вспоминаю. Я ищу свою сестру, Мию. Я уже рассказывал тебе о Вальце. Упоминал что-то, да. Не знаю, в голове все перемешалось. Ты подавляешь воспоминания, как и я о своей третьей жене. Еще и эта инфекция. Не унывай. Мы найдем маркер и все выясним. Идем. Спасибо. Раз спрашивает, значит не нашел. Ну, значит да. Ну, либо забыл, либо реально не нашел. А то не узнаю пока, что за палка бобра. Я там и не прям на 100% проходил, не прям каждый уголок исследовал. По сюжетке просто шел и все побочки сделал. Что смог скрафтить, скрафтил. Все карты сокровищ прям там нашел. Все сокровища. А прям бегать там каждый дом осматривать. Настолько уж прям подробно все я не исследовал. Спящие красавицы. Ага. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Подойдешь близко, и тебе конец. Ты это наверняка знаешь. Да, знаю.
Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогло, да? Гульден. Вот Гульденов я не помню. Либо были другие деньги, либо вообще не было денег в других частях. Гульдены. Гульдены это что-то новенькое. Вот смола, да. Смола она везде. Смола она и в Африке смола. Слушай, ты мне говорил об этом, как его там, Вальц? Да, Почему ты его вспомнил? потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной Эйден. Но в мире слишком много мудаков. Гульдены просто кидать для отвлечения внимания? Я-то думал, какая-то валюта. Какие-то деньги, что-то покупать. Тю. Так это просто камни могли бы быть какие-то обычные. Ну тогда понятно. Ладно. Забисться я, по-моему, вообще подобным не пользовался никогда. Там тоже что-то было подобное. То ли банки, то ли Осторожно. бутылки, то ли тоже Он монетки шатается. какие-то. Для бросков, но я ими вообще не пользовался, от того и не помню их. Скорее всего, вообще. О-оу. Прыгай. Ну, конечно. Все как всегда. Сейчас упадем в самый подвал какой-то темный, мрачный, Ты живой? кучей живности. Вроде да. Можешь забраться? Все намного проще. Конечно, секунду. Поторопись. У нас нет времени. Что-то проще, а что-то может оказаться наоборот. Сначала кажется проще, а потом оказывается все совсем непросто. Не выходит. Постой. У меня идея. Помнишь коктейль, которым я тебя угостил? В мастерской? Ингибиторы. Точно. Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Там должны быть ингибиторы. Примешь еще одну дозу, силы вернутся. Ладно, ладно. Только там наверняка будет живность. Я прям уверен. Ну, естественно. Гости. Летун. Не шевелись, ты с ним не справишься. Я знаю. Видел ублюдков. Он ушел. Попытайся его обойти. Прям хоррор.
Конечно, заперто, естественно. Так, он и будет так стоять? Или мне гульдены использовать? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Еще один гульден надо. Гульдены действуют только на бандитов. В смысле только на бандитов? Только что же отходил этот чудак. Не смотри сюда. Ну не ходи сюда. Ладно. Я пойду этим путем. Поторопись. Если он найдет тебя, ты труп. Да я в курсе. Но лут никто не отменял. Блоки и гульдены на зараженных не действуют. Эйден Шмейден, скорей! Идем на кухню. Съедим все мороженое, что от нас прячут. Я боюсь, Мия. И я тоже. И я младше. Не трусь, Эйди. Вдруг доктор увидит нас. Не увидит. И вообще, пусть сначала нас поймает. Идем. Не отставай. Туда эту дверь. Не трусь, Эйди. Эйден Шмейден. Нашел. Ура! Нам нужно 3 ингибитора, чтобы повысить уровень выносливости или здоровья. Прекрасно. Вколол ингибитор. Прекрасно. Возвращайся к лифту. Я... Эй, Дубль 2.
Ты пропадала. Как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять, что? Ты сейчас превратишься. Быстрее, на свет! Что, простите? Беги! Вот это нежданчик. И это тоже нежданчик. Больше нежданчиков. Пошел вон. Пошел вон. Я же говорил, что это очень шустрые твари. О, уже выносливость не тратится. Да, теперь другое дело. Кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш. Пронесла. Что бы ты без меня делал, Пилигрим? Я не хотел быть пилигримом. Просто так вышло. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. А что потом? Потом Что будешь делать, Суп когда с найдешь котом. сестру? Ха-ха-ха. я найду какое-нибудь тихое местечко, где мы будем жить. Так как я заразился, придется где-нибудь осесть. Куда вы пойдете? Где угодно лучше, чем здесь. Ха, скромные запросы. Я найду место, где люди не боятся пилигримов, не боятся меня. Было бы неплохо не убегать и не прятаться. Всегда хотел половить рыбу. Рыба-то хорошо. Ну, а у меня есть конкретный план. Ты похож на человека с конкретным планом. Я бы хотел жить у океана. Наверное, там бы все было проще. Всегда хотел научиться серфингу. Ты что, нашел кучу старых открыток? Ну, у него план еще покруче. Не смейся над моими мечтами. Знаю одно. Из города нужно выбираться. Он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? До океана отсюда не близко. Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Нахер людей. Я тебе помогу с ними. А ты поможешь мне выжить в пути? Ты знаешь дороги, умеешь выживать в пустошах. Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Как тебе план? А что-то у меня есть чуйка, что он до конца игры не доживет. Посмотрим. Я еще не достиг своей цели. И пока не достигну, я не смогу помочь. Понимаю. Ладно. Насчет твоей цели. Вот как обстоят дела. После убийства командира миротворцев они перекрыли дорогу в центр. Пытаются помешать сбежать убийце. Чтобы попасть в рыбий глаз, надо их перехитрить. Но я знаю, когда они меняют часовых, это наш шанс. Нужно собрать вещи для перехода. Я прикину наши шансы. А пока осмотрись, передохни. Пойдем, покажу кое-что. Жить у океана как побеги Шоушенка. От тебя будет зависеть, доживет или нет. А, вон оно как. Ну, посмотрим, посмотрим. В темноте ваш иммунитет снижается. Угу. Тут еще иммунитет есть. Временный. Грибы, усилители иммунитета восстанавливают иммунитет. F свет. Поговорите с Хаконом. О. Кстати, о грибах. И металлолом.
Тебе... Держи, тебе пригодится. Осмотри город. Старый Велидор. Здесь много интересных мест. Бинокль. Вот бинокля в The Beast не было, по-моему. Не знаю, как там в патчах. Ну или я им просто не пользовался тоже. И это может быть такое. Мне будет казаться, что его не было, а он на самом деле был, и я просто им не пользовался. И из-за этого мне кажется, что его не было. И такое может быть, да. Торговец. Угу. Дружки-пирожки. И мельница какая-то. Видишь церковь? Это там за нами гнались крикуны. Самый центр района. Витряк Альха. Витряк мастера в старом Велидоре. Еще где что? А вот церковь. Ага. Это базар. И все. В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Разве может быть хуже? Я свяжусь с тобой, когда все улажу. Ингибиторы надо будет искать, вкачивать, и иммунитет расти будет. Это понятно. Это само собой. Кучу всего надавали. Добро пожаловать в Велидор. Начинается открытый мир, все дела. Беганина вот это вот, квесты дополнительные, наверное. Типа пролог прошли, какое-то обучение, вот это вот все совместная игра, это мы игнорируем. Открытый мир. Карта, так, карта. Карта, это мне интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то карта уже как будто побольше, чем в The Beast. Еще и разделена на две части. Как в первой части как раз. Значки вопросов мои любимые, конечно, конечно. Доска Джая. Базар. Ну, нам сказали, надо к доске. Метро еще. Тыквенная ферма. Сколько всего. По пути можно вот это глянуть. Наверное. Я обычный человек. Отпустите меня. Ай, ладно. Чувак, пить-то как хочется. Да, чувак. Когда город еще назывался Велидор, моя жена работала медсестрой. Понятно. В 24-м году она умерла одной из первых. Вспоминаю ее каждый день. Темные пространства, заброшенный магазин. Это я знаю. Это такое было, это такое для меня не в новинку. Эти магазины. О, не надо меня сразу на входе палить. Я же просил.
Ладно, на карте отметилось, что это магазин. Хотя бы. Так, вот это что тут вообще бывает? Хочу глянуть. Цель задания, заказчик, новый сюжет. Ага, места. Ой, сколько всего. Сколько всего, а что так много всего? Днем там бегуны в магазинах. Даже днем. Тут и ночью не надо, уже днем. Веселуха. Люди. Люди. Мы собрались здесь, Мы собрались чтобы здесь. почтить память нашего павшего товарища. Мы все знали Доминику. Ее шутки часто были неуместными, но ее улыбка освещала базар даже в самые мрачные дни. Оказавшись в одиночестве не в то время, она стала А вам нормально, что там на фоне зомбаки вас убивают? Еще как. Этот говорит, пока они тут собрались по этому поводу, чтобы почтить, а там зомбаки на фоне бегут их убивать. Ну а что там нет бегунов? Да, ну хоть на этом облегчение, а то ночью и так проблем хватает. Зато днем. Вроде поспокойнее, но у тебе другая усложненность. Эй, смотри, куда прешь. Что за день? Ой, дайте угадаю, Ни за что не получится. он у меня что-то украл. 5 лет учебы, и все впустую. Всегда, когда вот так вот натыкаются на главного героя, потом что-то крадут у него. Да, побывал кое-где. Ну, нигде я толком и не побывал. Всегда в центре. Туда мы и отправимся. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Жду тебя на крыше, у главной станции метро. Какая у него рожа недовольная. В чем дело? Друг, тебе дико повезло. Мне б твою удачу. Я ученик Альберто, но, верно, ненадолго. Я уже 3-й раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Что еще за мастер? Точно. Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер. И, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Что за задание? Козы. Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Задание на базаре надо выполнять в первую очередь, потому что они сгорят при изменении сюжета. Да? Вот такой фичи я не знал. В других частях вроде не было. Не люблю я, конечно, когда вот так вот такими способами заставляют торопить игрока немного. Ну, козы будут испытывать стресс и давать кислое молоко. Правда? Стресс у коз? А у тебя не было бы? Ударь тебя кто-то током и возьми за вымя. О, нет. Напряжение будет низкое. Оно их лишь пощекочет. Так в чем же тогда дело с твоим изобретением? Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь?
Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. А оно не связано с козами? Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Насколько я знаю, они есть в 2 местах. Одно из них – магазин хозтоваров Fitzwilliam Place у водонапорной башни. Альберто говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. В смысле, у меня есть нужные детали? Уже? Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Да ладно. Шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали! Держи. Серьезно, мне не надо будет нигде шляться. Не знаю, как благодарить тебя. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Каким еще показом? И никто ничего не может с этим поделать. Какой позор. А я все О. твержу, что зима близко. Кажись, Кос долбануло током все-таки. Судя по звуку. Ты, кстати, говорил, что The Beast не проходил, а первую и вторую часть, я так понял, проходил один раз или уже много раз, может, даже перепроходил. В коопе там, может, любишь поигрывать. Все в порядке? Кажись, не очень. Нет. Я вижу. Она сгорела. Коза сгорела. Мгм. Какой же я идиот. Что случилось? Тебя прибьют за козу. Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь. Электрик. Прости. Не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим. Почему? Я так не думаю. Это очень большой, огромный Это ты про потенциал? потенциал. Да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты... И я беру тебя и посвящаю тебя в... Мастера? Правда? Божечки, спасибо. Спасибо вам. Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Козу жалко. Модификация для оружия. Это да, это важно. И уровень повышен. И это весь квест? Повезло. Коротенький. Но повезло действительно, что у меня в инвентаре уже ресурсы оказалось. Все были собраны. Что ему нужны были. Куда мне там уже показывает? А, понятно. Не, я туда пока не хочу. Я тут еще на базаре хотел осмотреться.
Всего 6. Создаю и продаю. Мастер. Ремонтировать, ага, создавать, ага. Готов обчистить мои полки, сынок? Да. Усилитель выносливости. 280 гульденов. 1100 огненные стрелы. Чё так много? Улучшить. Смелый выбор, Вот сынок. это можно. Хилка это в первую очередь, насколько я помню. Чертежи это тоже я помню. Мгм. Ремонт. Вот так выглядит счастливый Есть человек. работенка. Здесь, Торговцы. только здесь, самые лучшие товары. Во всех основных штабах. Одной из фракций. Фракции? Я вижу проблеск интереса в твоем взгляде. Продать все ценные вещи. Во. Одной Ты просто кнопкой. посланник небес. Мне Удобно. нужна эта вещь. Удобно. Надеюсь, ты придешь еще. И квестик еще один. Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай. Мы можем подзаработать, ты и я. Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак. Вот он. Хватай его, Эд. Он убийца. Что? Джулиан, Люк отравился. Водой, которую ты продал. Что? Но я не продаю воду. Лжец. Люк сказал, что взял ее у тебя. От того, что в этой воде он сейчас бредит. Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? Постой минуту. Есть улики? Конечно. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом Карлу, тебя повесят. Бэбин, постой, клянусь, я даже не торгую водой. Если лжешь, Джулиан, ты покойник. Тут ножи все используют, если их прокачать, убойная штука. Ну, ножами я в забист редко пользовался. В основном гранаты, коктейли Молотова, там все дела. Из метательного, если иметь в виду. Образцы мутантов не продавают только, они нужны для модификации оружия и прочего. А их можно продать? Они же не входят, надеюсь, в этот ценные вещи. Ой, что у меня за прикид странный. Там, где одна кнопка была, ценные предметы можно было продать. Я думал, там всякие сигаретки, вот это вот. А вот эти ресурсы трофея, оно не должно вроде само продавать. А я лично их, да, не буду продавать, понятное дело. Образцы мутантов, трофеи. Это логично, это само собой. Метательный нож, лекарства. Навыки, кстати. Забыл прокачать. Удар ногой в воздухе. Красиво отлетел там на видео этом. Смотрите вниз на врага и удерживайте L1. Некоторые продают, потом жалеют. Не, ну я не буду. Идеальное уклонение. Нажмите R1 во время движения. Вот это я возьму.
Занятие. А, это ветряк тот самый, понятно. Ясно. Чертовы биомаркеры. Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок? Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. Уверен? Как ты ее хранишь? Она в бутылках. И она никак не могла оказаться зараженной. Не, у Марка, моего поставщика, чистейшая вода. А может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт, это мог быть Марка. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана. К западу от Виллидора, на Хаунфилд-Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь Муки? мне? Это можно проверить. Какой муки? Вот еще что. Неловко просить, но у Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Я думал, ты ее не продаешь. Так и есть, но Ганс исключение. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн, только чуть дальше. Как-то все это очень подозрительно. Да уж, как-то Надеюсь, он ты говоришь правду. какой-то он Иначе мне мутный будет тип. трудно тебе помочь. Вроде я такой хороший, все меня любят. Ну, что-то он темнит. Что-то темнит. На карте это куда? О, не. Туда я пока не пойду. Я думаю, квесты не прям пропадут сразу, когда я только на... Оперу я не люблю, а на какой-то ближайший сюжетный квест пойду. Больше тут ничего нет. Похоже, людям он нравился. Только не тем, кто его убил. Тот, кто это сделал, должно быть Они орать очень на весь силен. базар. Или Они было застали не- меня врасплох. Мы знакомы, значит, он живой ночь. Ты вообще себя слышишь? Тогда почему ты не сделал все сам? Так, что у нас тут? Еще один магазин. Еще один квест. Что тут происходит? Полуночные истории. Ой. Ночные истории. Ну... Если принять это задание, сразу наступит ночь. Ну, блин. А можно вас отметить на карте, чтобы... Или оно так и останется отмечаться тут? Или если я отойду, то оно уже пропадет? Нет, не сейчас. Там будет знакомство с Софи, потом вот до выполнения ее поручений, и надо их выполнить. Надо будет запомнить. Где-то под землей прям. Забирай все! Что там происходит?
Ой, ладно. Не хочу сейчас прям очень долго отвлекаться на любые вот эти значки вопросов, на любые квесты, которые встречаются. Сейчас опять начнется вот это мое классическое. На полдня отвлекусь исследованием карты. Стоит зацепиться за один любой квест, и все. И понеслась. Хакон, Ты карабкаешься даже лучше одной моей чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе, на телебашню. ты про одну из своих жен? Почти. Слишком вспыльчивая, даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри, с этой крыши отлично видна база миротворцев. Миротворцы правят городом. Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другой частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь. Пока что. Значит, ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев? Миротворцы, твой билет в центр. Я говорил, что попасть туда можно только через метро. Я пойду первым и отвлеку их от платформы. А ты тогда войдешь на техническую станцию. Там есть шлюз. Через него мы и отправимся в Централ Луп. То есть мы не можем попросить их нас пропустить? Без шансов. Любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира. Меня не знают. Я торгую с ними. Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. Блин, и тут ночью. Не, ну если все равно ночь, то можно и тот квест тогда глянуть. Ночной. Хакон, там Заодно. тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Не очень большая и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. Тут много еще выскочит заданий на территории по ходу игры. Вообще, эта игра состоит из допов. Сюжет очень короткий. Ну, блин. Это печально, наверное. Хотя иногда и доп-квесты могут быть куда интереснее, чем любой сюжет. Иногда и такое бывает. Упс. Сигареты. Понятно.
Я в туннеле. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Залом. В этой части нет огнестрела, насколько я слышал, вообще никакого. Или есть хоть какой-то? В какой-то части я слышал, его нет. Так как я в остальные играл, в остальных он был, то, наверное, вот тут как раз таки не будет. Очень жаль. Да, ну конечно. Легкие замки оказываются сложнее, чем нормальные или трудные. Это я тоже помню. Такой парадокс. Ой. Сейчас есть, внедрили огнестрел. Да, есть задание. Потерянные оружейные, но потом. Но раньше не было, да? Где-то я слышал когда-то эту новость, что не было абсолютно. Что это за звук? Как будто что-то пищит. Да, тут ножей и лука хватает. Ну, в The Beast, я помню, там всех разматывал из дробовиков, автоматов и прочего. По крайней мере, на последних этапах игры. В разнос шел. Да и в первой части тоже. Когда была лень возиться с чем-то прочим. А луками или арбалетами, я помню, даже и не пользовался толком. Либо ближний бой, либо уже на поздних этапах огнестрел такой. Не знаю, как тут получится. Приманка, кстати. Хакон, я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Вот черт! Опять плеву.
И тут плевуны, и везде эти плевуны. Как он? У меня неприятности. Как он? Тут и у бандитов пистолетов. А, ну тогда другое дело. Тогда это еще по-божески. Трофеи, трофеи. До свидания. Да что это за звук каждый раз, когда я где-то что-то паркурю? Странный, смешной такой. Пока нет. Сара и Яна сказали, что им не хватает деталей. Если вы откупорите проход в центр, они могли бы... Жопу свою откупорь, ясно тебе? Ясно тебе. Вот опять. Чё это такое? Как он? Я внутри. 5 пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. 5 пачек. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Меня этот звук напрягает. В темноту зашел, вот и звук. Ну блин, звук такой забавный. Не могли и другой какой-то сделать, что ли? Не подходящий в атмосферу, как по мне. Как будто на какую-то резиновую игрушку наступил. Эй, что ты здесь делаешь? И она так скрипит. А я что? Я ничего. Я ничего. Откуда он? Шароебился тут по туннелям, бродяга с базара. Скорее лазутчик ренегатов. Не похож он на ренегата. Он очнулся. Что ты делал у нас на базе? Мне просто нужно в центр города. Центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные. Как получилось, что никто из вас ничего не видел и не слышал, а ты забыл о запрете на проход? Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был 4 дня назад? Я пилигрим. 4 дня назад я был в сотнях километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда, а насильно ее не получишь. Но командир Лукас всегда мертв. говорил... И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим? Похоже, он не врет. Можешь идти, сержант. А я сам с ним поговорю. Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл.
Это же за 1500 километров отсюда. Вообще-то больше 2000. Мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет. И тебе удалось так далеко забраться. Впечатляет. И как там сейчас, снаружи? Серьезно, посиделки сейчас будем. Лясы точить. Неожиданно. Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в Централ Луп через 4 дня после убийства. Кроме того, на месте Карла я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл вертит здесь всем, как хочет. Он ублюдок и святоша. Настраивает против нас весь базар. Несмотря на то, что мы их защищаем. Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших и гораздо больше зараженных. Логично. Большинство терпят жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. У меня там 2 сестры и 2 брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? В Лондоне и рядом. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более 4 поселений. Твою мать. Как там за стенами? Никогда не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить. Кое-кого ищешь? Возможно, я мог бы тебе помочь, но не бесплатно. Я привык торговаться. Что нужно? Сразу к делу. Славно. Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира. Убийцу Лукаса. Его тело нашли на базаре. Изуродованное. Жители базара не идут нам навстречу. Они горды и упрямы. И не собираются никого нам выдавать. Но командование не хочет ждать. У меня приказ сверху, Пилигрим. Если жители Старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие. Редкие кастеты, которые он называл лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне. И я непременно тебя отблагодарю. Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. А зачем мне на тебя работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Мы ошиблись. Ты явно не убийца. А почему вам самим не расследовать убийство? Я почти никого не знаю. Именно поэтому ты и можешь помочь. С нами никто не станет разговаривать. Для них мы оккупанты. Подумаешь, боремся с преступностью и с зараженными. Их только волнует, что мы едим их еду и пьем их воду. Но ты пилигрим. Здесь многим нужна помощь. А ты чужак. Ты сможешь втереться к ним в доверие. Они пытались меня убить. Послушай, мы твой единственный шанс. Ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Так как? Ты поможешь мне? Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала он был отрезан от остального мира из-за вируса. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Осмотрись там, расспроси людей и не возвращайся с пустыми руками.
Удачи. Так. Еще одна база, еще одной группировки. Территория выживших, территория миротворцев. Ничейная земля. Ничейная земля. Пока нам только 2. 3. 3 группировки доступны. Ну, их, наверное, всего в целом только 3. Ренегаты еще. Ну и ничейных земель довольно много. Опять куча знаков вопросов. А тут квесты будут? Мужик зеленым стоит у выхода, с ним надо поговорить. Момент. А это куда? Понятно. О. Я вот что тебе скажу. Если Айтер не найдет убийцу Лукаса, Джек Мэтт лично подвесит его за яйца. Айтер остался в плюсе из-за смерти командира. Что ты хочешь сказать? Только то, что после смерти Лукаса командиром назначили Айтера. Ты думаешь, что Айтер причастен к смерти Лукаса? Я думаю, что если будешь подслушивать, то можешь пораниться. Или еще хуже. Хакон, ты меня слышишь? А я что? Я ничего. Я ничего. Рад, что ты жив. Ага. Но меня поймали и допросили. Хорошо. Могли и убить. Да, это хорошо. Очень хорошо. Меня поймали и допросили. Хорошо. Но могли и убить. Ну хорошо. Пилигрим, к нам не собираешься? Наслышан о твоем потенциале. Ну, не знаю. Пока еще рано мне за группировки задумываться. Кто тут в зеленом? Ты? Никогда раньше не видел такой формы. Я курьер. Курьер? Это что? Я член гильдии курьеров. Один из многих. Если вас много, то почему же я впервые вижу такую форму? Мы осторожны. Нам доверяют ценную информацию, поэтому мы держимся в тени. Не сказал бы, что ты сейчас в тени. Верно. Наш штаб находится в центре, и сейчас единственный путь туда лежит через туннели метро. Проход находится под контролем миротворцев. В центр никого не впускают и не выпускают. Потому я здесь и застрял. Отстой, особенно учитывая, что я ищу кое-какую информацию. Увы, мы соблюдаем принцип конфиденциальности. Лишь глава гильдии имеет право делиться информацией. Тогда переговорю с ним. Как-то еще можно добраться до центра? Насколько знаю, нет. Граница с центром – это ничейная земля. После бомбежки химикатами этот район был отрезан от центра. Земля и воздух отравлены. Лишь самые ужасные твари способны там выжить. Блин. Ладно. Найду другой путь. Как-то. Удачи. Приветик, гражданин. Добро пожаловать в командный центр миротворцев Старого Велидора. 6 на 7. Врачевание и яд, как добро и зло. Две стороны одной монеты. Вчера у меня был удачный день. Убил 5 зараженных на патруле. Круть. Мой рекорд 3. Просто у тебя дерьмовый маршрут. Пойдешь вокруг госпиталя, улучшишь статистику. Возможно. О чем это ты? Я думаю о новом течении в искусстве дистилляции, но сейчас я не могу обслужить тебя. Дистилляции? Обслужить? Да, я бармен. И я хочу заново открыть миксологию. Искусство смешивания коктейлей. И как?
добавляя в спиртное травы, что придадут ему не только чудный вкус, но и целебные свойства. И в чем проблема? Видишь ли, неверное количество даже лучших ингредиентов – тонкая грань между освежающим целебным коктейлем и ядом. Лишь один человек может помочь мне, но говорят, она ведьма. Как ведьма поможет стать хорошим барменом? Миксологом. И она не ведьма, она целительница. Ведьмы ее называют суеверные. А, так она снадобья варит. Ну да, и только она умеет правильно сочетать ингредиенты, чтобы никто из клиентов не отравился. Курьер сказал, что она использует в зельях внутренности зараженных, можешь поверить? С трудом. Но ты же понимаешь, что создать яд так же легко, как и целебное зелье, да? Эта ведьма живет где-то в городе? В Централ Луп среди небоскребов. За банком, как мне сказали. Конечно. Где еще жить ведьме, как не рядом с банком? Смешно, но она нужна мне, чтобы переизобрести миксологию. Благодаря ее знаниям и моим навыкам все захотят попробовать мои коктейли. Обычно людей не надо уговаривать, сами тянутся к бухлу. Речь идет не о каком-то бухле. Каждый коктейль будет произведением алкогольного искусства. Ну, если так, то я поищу ее, если вдруг смогу попасть в центр. Я буду у тебя в долгу. И первый коктейль за счет заведения. Слушай, где мне достать еды? В закусочной. У нас на базе есть госпиталь и закусочная. Прям как в армии. Не как в армии. У нас и есть армия. Мы наводим порядок в этом хаосе. А ты кто? Я курьер. Путешествую между зонами. Пилигрим? Точно. Трусы боятся здесь вот так бродить. Поторапливайтесь. У вас есть выпивка? Если повезет, как мне. Нашел эту бутылку в подвале во время патруля. Значит, вы патрулируете весь этот район? Кто-то должен это делать. Город еще стоит. Это наша заслуга. Что, хочешь к нам? Я не любитель выполнять приказы. Волк-одиночка, да? Помни, приятель, сила в количестве. Я справлюсь. Сколько у тебя зарубок на поясе, Пилигрим? А? Вы должны помочь нам, или начнется восстание. Помогите с расследованием, а мы поможем с бандитами. Я уже сказал. Никто из жителей базара не имеет отношения к смерти Лукаса. Тогда почему вы не разрешаете обыскать дома? Раз никто не виновен, то вам и скрывать нечего. Держи своих громил подальше от нас, Андерсон. Значит, вы что-то скрываете. Часики тикают, Карл. Выдайте убийцу Эта или территория мы сожжем принадлежит ваш миротворцам. драгоценный базар. Следуй правилам. Или Кто будешь посеет арестован. ветер, пожнет бурю, Андерсон. Не пытайся откусить больше, чем сможешь проглотить. Эйден, ты где? Жду тебя на крыше у метро. Пить-то как хочется. Что? Это назревает. Разве ты не чувствуешь? Надо бы раздобыть новое оружие из арсенала. Это уже поизносилось. У меня такой выбор, что все остальные меркнут. Есть всякие товары. Береги себя, понял? Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. К чему вражда? Мы все желаем мира. Уверен, что-то из этого тебе... У меня куча всего, что тебе понравится.
Спасибо, ты замечательный клиент. Так, постой.
встречи. На них внимание. Ты не знаешь, как защититься от опасных электрических волн? Нужно экономно распределять воду. Стоило начать еще неделю назад. Давай договоримся. Мы что-нибудь придумаем. Ну, рассказывай. Ищешь неприятностей? Мы сейчас сука с пацанами на бутылку посадим. Умереть захотелось.
Так, стоп, а я сейчас... Меня сейчас было слышно? Вот я сейчас, когда кнопку выключения микрофона нажимал, я не понял, выключил ее или она была выключена все это время. Я сам с собой разговаривал. Нет. Замечательно. Дубль 2, значит, сейчас будет. Привет, Смокодав, во-первых, еще раз тебе. Все, что я говорил, сейчас надо по кругу, по второму разу говорить. Великолепно. Привет, Смокодав, еще раз тебе. И да, ты зашел прям как раз под конец. Очень вовремя. Как-то так. Стабильно игралось? Ну да, с начала стрима больше вылетов не было с тех пор. Значит, это реально та фигня с Nvidia мне все руинила. И как я ее отключил, больше не было ни вылетов, ни зависонов, все игралось нормально, уже стабильно. Я так понимаю, все? Да, правильно понимаешь. Снова? Ну да, а то я сам с собой разговаривал, получается. Все вот эти прощальные слова говорил, со Смокодавом говорил сам с собой, получается. Да, на этом я закругляюсь, еще раз повторюсь. Раз уж не было слышно, что на сегодня хватит, 3,5 часа. Стандартные мои стримы по 3,5 часа. Листаю весь YouTube, тыкаю все подряд, сейчас снова на тебя. Мое внимание сошлось. Как вовремя. Как раз последние минуты стрима. Но зато еще успел застать прощальные вот эти моменты. Так вот, еще раз всем спасибо скажу. Всем, кто ставил лайки, отдельное спасибо. Всем, кто, может, смотрел молча стрим, а в чате ничего не писал. Всем, кто был в чате, всем, кто в записи, может, этот стрим когда-то будет смотреть. Всем спасибо. До встречи на следующих стримах по Dying Light или, может, еще там Ассасина надо мне будет зафиналить. Вот, надеюсь, где-то на днях. Если все будет окей, если все получится. Всем спокойной ночи заранее, всем удачи, всем пока.